Всем привет, с кем мы еще не знакомы, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. Для меня это все достаточно ново, снимать видео в формате влог, но когда-то надо начинать. И вы уже, наверное, заметили, у меня на столе кучу разной рафии, поэтому видео будет посвящено как раз этому. Потому что в последнее время я получаю очень много вопросов по поводу рафии, а какая рафия лучше, а чем она отличается, какой рафии легче вязать, а что будет, если ее намочить, ее же нельзя мочить, а если я ее на пляже утоплю, что мне делать, а как ее стирать? И самый-самый часто задаваемый вопрос, самая частая проблема, да, так скажем, это то, что мне многие пишут: у нас в магазине нет такой рафии, у нас есть только вот такая рафия, я нашла только такую рафию, что мне делать, а как из нее вязать, а она пойдет? Вот мы с вами это все и проверим в серии следующих видео. Я буду снимать несколько мастер-классов и вязать буду сумки именно из вот этой разной рафии. Мы посмотрим с вами, как ведет себя разная рафия в вязании, то есть из какой рафии легче вязать. Мы посмотрим, как выглядит полотно из разной рафии, то есть я уже попробовала, так скажем, связать одну сумку из одной из этих рафий, и, честно сказать, мои впечатления от нее не очень сложились. Если бы я знала, я бы никогда не стала вязать из нее, но делать нечего, и я прекрасно понимаю, что не у всех есть возможность приобрести именно рафию Испи, так что мы будем с вами сравнивать, какая рафия больше на нее похожа, и с какой все-таки легче всего вязать. И я постараюсь показать вам эту разницу, как выглядит вязаное полотно из одной рафии и из другой рафии. И самое главное, после того, как я довяжу каждую сумку, я ее утоплю. Утоплю в аквариуме с водой. Это все, что я придумала. Потому что из-за каждой сумки ехать куда-то на пляж, на речку неинтересно. Ну, а тут все, так скажем, под рукой. Да и аквариумов у меня полно, так что будем топить наши сумки, будем их сушить, будем смотреть разницу до-после. И если у вас есть еще какие-то вопросы, которые я не назвала ранее, или вы хотели кое-что проверить, да, с этой рафией, то обязательно пишите в комментариях, все проверим, все попробуем, посмотрим. И я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Давайте посмотрим, какую рафию я заказала. Начнем с того, что это все, что я нашла на ВБ, поэтому как бы выбор не очень большой, но визуально я могу сказать, что это очень разная рафия. Пробовать я пробовала только два вида рафии. Это бумажная и рафия Испи. Вот ее я опробовала, и из нее я вязала последнюю сумку. Так что скоро ждите новый мастер-класс по вязанию этой сумки. Заодно посмотрите, как это все выглядит. Итак, что я могу сказать? Рафия просто ужасна. Никогда не берите, если у вас есть возможность, никогда не берите бумажную рафию. Из нее очень сложно вязать. Я стерла себе все пальцы. Я несколько раз чуть не сломала крючок. И она деревянная, просто из нее невозможно вязать. Она настолько не эластичная, не скользит, ничего. Я даже не знаю, как это... Она мне, знаете, напомнила трикотажную пряжу. Есть трикотажная пряжа лицевой нарезки, есть изнаночная. Лицевой, она вся одинаковая. А изнаночная, почему я ее и не люблю, она хоть и ровная, да, не как вторичка, но иногда бывает так, что мотки с одной и той же поставки, одного и того же цвета, они абсолютно разные. Один моток тянется, прям вот тянется так, как сопля, это мне тоже вообще не нравится. А другой моток, вот он деревянный, он не тянется, от него ломаются крючки. И вот это вот рафия мне напомнила ту самую трикотажную пряжу изнаночной нарезки. Вот она тоже вообще никак не хочет подстраиваться под тебя, под крючок. В общем, не советую брать бумажную рафию, но у меня, судя по всему, есть еще два вида этой рафии. И вот это, кстати, по-моему, тоже такая же. Но посмотрим, каково будет вязать из этих трех вариантов. Здесь она вот крученая, здесь вот, честно сказать, на ощупь она гораздо мягче, чем вот это, ну не знаю. Такое ощущение, как будто она чем-то пропитана каким-то лаком, потому что она очень жесткая. Что еще я хотела сказать по поводу этой рафии? Да, вот у меня две рафии. На вид они абсолютно разные. Вот это, кстати, больше похоже на рафию Испи. Она на ощупь мягче. Это рафия одного производителя. Это называется сатин. Это просто рафия. Ну, тут, по крайней мере, ничего больше не написано. И вот здесь, кстати, очень интересное отличие. В этом мотке идет 80 метров, а вот в этом мотке идет 50 метров. И разница в размере, посмотрите, какая.
Мне очень интересно, что из этого выйдет, и я, наверное, скорее всего буду следующую сумку вязать именно из этой рафии, чтобы побыстрее посмотреть, в чем разница. Или оставлю ее, наоборот, на самый последок, помучаюсь с бумажной. Дальше у меня рафия вот такая, пряжа, экопродукт, стопроцентная целлюлоза. Здесь 320 метров в мотке. Производство Турция. Если кому интересно, я оставлю артикулы в описании. Еще одна рафия. Здесь вообще никаких обозначительных знаков, кроме вот этого вот штрих-кода, на котором написано рафия папирус, Китай. Тоже получается бумажная. Пальмовое волокно 100%. В этом мотке у нас идет 150 грамм и 250 метров. Вот такая вот разница. Здесь тоже 150 грамм, но здесь 350 метров. 320, простите. И на вид этот моток гораздо тяжелее. Но посмотрим разницу. Опять же говорю, на вид она вся разная и в то же время вся одинаковая. Но не знаю, здесь вообще ничего не написано, только вес. Это получается 195 грамм и цена. Больше здесь ничего не написано. Это такая крученая рафия. Я ее сама лично никогда не пробовала, мне только рассказывали про нее знакомые вязальщицы, я читала про нее много статей. В общем, она, в отличие от всей рафии, очень сильно поддается износу, и постоянно у нее появляются какие-то, знаете, катышки, отходит, не знаю, как правильно сказать, материал, в общем, что-то постоянно из нее торчит из готовой сумки. Поэтому все, кто вязал из этой рафии, вроде как бы и неплохая, говорят, но и готовая сумка из нее, ну, не очень в эксплуатации. Но посмотрим. Свяжем, намочим, высушим и будем смотреть, что в итоге получится. Да, давайте я вам покажу все-таки разницу своей первой сумки. Вот эту сумку я вязала из вот этой рафии Artland. Получается, у меня было 4 мотка по 50 метров набором я заказала. И у меня ушло примерно 2,5 мотка. Вот такая сумочка получилась. Сумочка на молнии. Выбрала самый простой вариант, самую простую модель. И не прогадала, потому что если бы это была большая сумка, я бы сдохла. Давайте я вам покажу разницу между рафией Испи и вот этой рафией. Вот. Сумка, последняя сумка, которую я вязала, это рафия Испи. Посмотрите, какие ровные столбики, какие ровные петельки. И посмотрите сюда. То есть вы уже видите разницу между Испи и бумажной рафией. Посмотрите, эта сумка, кстати, она отпаренная. Я ее отпарила, вытягивала. Что я только с ней не делала, эти столбики не хотят выравниваться и выпрямляться. Возможно, нам поможет то, что мы ее намочим. И они хоть как-то выпрямятся после того, как мы ее высушим. Но не факт, что она останется пригодной, так скажем. Я этого не пробовала, но читала об этом. И говорят, в принципе, неплохо, но сушить ее сложно. Посмотрим. Заранее сразу предупрежу. Пока я не попробовала всю рафию, я все-таки отдаю предпочтение именно рафии Испи. Вот, и если вы все-таки решитесь вязать вот эту модель сумки, да, либо какие-то следующие модели, то лучше берите рафию Испи, тогда ваша сумка будет гораздо ровнее, гораздо аккуратнее и гораздо симпатичнее смотреться, нежели получилось у меня. Я старалась как могла, но у меня ничего не вышло, потому что, ну, не знаю, что и сказать. У меня нет слов по поводу этой рафии, у меня просто одни эмоции. Если у вас есть возможность, берите хорошую рафию, не жалейте денег, да, так скажем, потому что, в принципе, в цене разница небольшая. Здесь идет 50 метров в одном мотке, в наборе 4. И цена у этого набора почти такая же, как у мотка рафии Испи. А здесь идет 250 метров. Так что, в принципе, оно только, так скажем, визуально кажется дешевле, а по факту разница, ну, совсем небольшая. И, так сказать, стоят ли эти небольшие промежутки в цене качества ваших сумок? Вот, на этом все. Если у вас появятся какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Постараемся все проверить, все посмотреть. Рафии у нас много. Я ее буду эксплуатировать как только смогу. Буду вязать разные сумки, разные размеры сумок, разные модели сумок. И
Каждую из них мы с вами намочим, высушим и посмотрим, что в итоге получилось. Чуть не забыла, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение, и обязательно поставьте лайк. Пока-пока!